Иногда достаточно одной недели, чтобы привычная картинка мира начала трещать по швам. Недели, когда новости появляются не просто часто, а будто намеренно, одна за другой, без пауз, без передышки. Каждая из них по-своему громкая, каждая со своим подтекстом. И если смотреть на них по отдельности, они кажутся случайными. Но стоит соединить точки, и становится ясно, это не набор событий, а отражение системы, в которой живут и работают звезды турецкого экрана. Турецкий шоу-бизнес всегда выглядел устойчивым. Сериалы выходили сезон за сезоном, актеры переходили с проекта в проект, зрители привыкли к ощущению стабильности. Казалось, что все давно распределено – роли, рейтинги, контракты, внимание публики. Но именно в такие моменты иллюзия контроля оказывается самой хрупкой. В последние дни стало заметно, как резко может меняться направление судьбы. Кто-то еще вчера собирался на съемочную площадку, а сегодня оказался в центре тревожных разговоров. Кто-то тихо и без лишнего шума принял решение, которое неожиданно вызвало уважение даже у самых строгих критиков. Кто-то позволил личному счастью выйти из тени, а кто-то, наоборот, выбрал расстояние и молчание как форму защиты. Эти истории объединяет не громкость заголовков. Их объединяет ощущение переломного момента. Того самого состояния, когда прошлое еще не отпустило, а будущее уже настойчиво требует решений. Когда привычные роли на экране и в жизни больше не работают так, как раньше. И когда каждый шаг начинает весить больше, чем кажется со стороны. Важно и то, что ни одна из этих историй не имеет мгновенного финала. Здесь нет быстрых ответов и однозначных выводов. Есть только движение вперед, иногда через сомнение, иногда через риск, иногда через прощание. И именно это делает происходящее таким притягательным для зрителя, который давно научился чувствовать фальшь и ценить честный тон. Дальше будут имена, которые вы знаете. Сериалы, которые смотрели миллионы. Города, где принимались решения, способные изменить карьеру или личную жизнь. Но все это не будет подано как отдельные эпизоды. Это будет один путь от напряжения к тишине, от тишины к выбору, от выбора к новому этапу. И начнется этот путь с истории, где привычное утро должно было быть обычным рабочим днем. Где все шло по расписанию, ровно до того момента, пока реальность не вмешалась слишком резко. Именно с нее мы и продолжим. Это утро не должно было выделяться. Для Дагукан Güngör день начинался так же, как десятки предыдущих, с мыслей о съемках, о сценах, о графике. Сериал «Клюквенный шербет» находился в активной фазе, интерес зрителей был стабильно высоким, а его персонаж – одним из самых обсуждаемых. Карьера актера развивалась по предсказуемой и, казалось, надежной траектории. Именно поэтому произошедшее выбило из равновесия не только его, но и всю индустрию. Информация появилась резко и без подготовки. Ни интервью, ни заявление, ни анонс, а сухая новость, в которой имя актера оказалось рядом с формулировками, непривычными для экранного образа. Расследование. Процесс. Задержание. Слова, которые мгновенно меняют контекст и заставляют зрителя забыть о ролях, сценах и сюжетах. В подобных ситуациях важна не только сама новость, но и ее фон. А фон был тревожным. На тот момент Дагукан Güngör уже не сотрудничал с прежним агентством и еще не вступил в новое. Это означало отсутствие привычного защитного слоя команды, который обычно берет на себя первые удары информационной волны. Он оказался в точке, где любое решение давалось особенно тяжело. Именно тогда в ситуацию вмешалась продюсерская компания Gold Film, работающая над сериалом «Клюквенный шербет». Был направлен адвокат, шаг, который сразу дал понять, проект не может позволить себе хаос. Когда популярный сериал сталкивается с подобными обстоятельствами, речь идет уже не только об одном человеке, но и о репутации всей команды, о доверии зрителя, о будущем проекта.
Вокруг истории быстро возникла плотная тишина. Без громких комментариев, без резких заявлений. Коллеги избегали оценок, официальные формулировки оставались осторожными. И именно эта сдержанность усиливала напряжение. Потому что зритель привык, когда говорят мало, значит ставки высокие. Для публики, следящей за клюквенным шербетом, произошедшее стало тревожным сигналом. Экранный герой, к которому привыкли, внезапно оказался в реальности, где нет сценария и заранее прописанного финала. И в этот момент иллюзия стабильности дала трещину. Стало ясно, насколько уязвимым может быть даже тот, кто кажется уверенно стоящим на вершине. Эта история еще не получила окончательной развязки, но уже изменила атмосферу. Она заставила многих внимательнее посмотреть на то, что происходит за пределами экрана. И именно на этом фоне особенно резко прозвучала следующая новость, спокойная, почти тихая, но оттого еще более заметная. История о том, как конфликт может завершиться не ударом, а выбором. Когда информационное поле еще удерживало напряжение после истории с Дагукан Гюнгер, внимание неожиданно переключилось на имя, которое редко появлялось в конфликтном контексте. Алина Босс всегда воспринималась как актриса, идущая по выверенному пути, без резких движений, без лишних слов, с точным пониманием того, где заканчивается публичность и начинается личное пространство. Именно поэтому ее история прозвучала особенно отчетливо. Проект «Доктор в другой жизни» изначально выглядел многообещающе. Подготовка велась тщательно, ожидания были высокими, а участие Алины Босс рассматривалось как один из ключевых элементов будущего успеха. Но за фасадом аккуратно выстроенной презентации возникли разногласия. Юридические детали, пересмотр условий, расхождение в подходе – все это постепенно привело к тому, что актриса приняла решение выйти из проекта еще до начала съемок. В индустрии такие ситуации редко проходят незаметно. Обычно за ними следуют долгие обсуждения, утечки информации, попытки переложить ответственность. Но здесь развитие событий пошло по другому сценарию. Конфликт был урегулирован без публичных столкновений, и Алина Босс получила финансовую компенсацию. Формально, точка. Но именно после нее началось то, что сделало эту историю по-настоящему заметной. Актриса приняла решение направить всю полученную сумму на благотворительность. Не сопровождая это громкими заявлениями, не превращая поступок в демонстрацию. Информация появилась аккуратно, почти тихо, и именно поэтому вызвала столь сильный отклик. В мире, где каждый жест знаменитости принято рассматривать через призму выгоды, этот шаг выглядел непривычно прямым. Обсуждение мгновенно сменило тон. Вместо вопросов о конфликте появились слова уважения. Вместо сомнений – ощущение зрелости и внутреннего спокойствия. Для зрителя это стало редким примером того, как сложная ситуация может завершиться без разрушений. Не победой одной стороны над другой, а выходом за рамки самого конфликта. Важно и то, что Алина Босс никак не использовала произошедшее для укрепления собственного образа. Она не давала подробных комментариев, не объясняла мотивы, не пыталась управлять реакцией публики. Это молчание оказалось красноречивее любых интервью. Оно создавало ощущение уверенности, той самой, которая приходит не от громких слов, а от ясного понимания собственных ценностей. На фоне предыдущих тревожных новостей этот эпизод стал своеобразной паузой. Не затишьем, а моментом, когда зритель мог перевести дыхание и увидеть, даже в напряженной среде шоу-бизнеса остается место для спокойных и взвешенных решений. Но пауза длилась недолго. Потому что пока одна история завершалась достойной тишиной, в другом пространстве, среди праздничных огней и дорожных сумок, начиналась новая. Та, в которой личная жизнь неожиданно вышла из тени и оказалась в объективе камер. И именно с нее повествование сделает следующий шаг вперед. Иногда история начинается не с заявления и не с фотографии в глянцевом журнале. Иногда все происходит в дороге, между прилетом и выходом из терминала, в том коротком пространстве,
где человек еще не успел надеть привычную защиту публичности. Именно так началась следующая линия этого повествования. Имя Джемри Байсель давно было знакомо зрителю. Молодая, востребованная, с карьерой, которая развивалась уверенно и без резких скачков. О ее ролях говорили чаще, чем о личной жизни, и это было осознанным выбором. Джемри умела держать границу между экраном и реальностью. До определенного момента. Возвращение из Лондона не планировалось как событие. Праздники подошли к концу, самолет приземлился в Стамбуле, и все должно было остаться в рамках частного. Но именно здесь, в аэропорту, камеры впервые зафиксировали то, что до этого существовало лишь в догадках. Рядом с Джемри оказался Джем Балюкбаши, человек из совершенно другого мира, далекого от сериалов и съемочных площадок. Этот момент был важен не потому, что кто-то держал кого-то за руку или улыбался в объектив. Он был важен потому, что стал первым публичным подтверждением. До этого слухи, предположения, совпадения маршрутов. После — факт, который уже невозможно игнорировать. Новый год, проведенный вместе в Лондоне, перестал быть просто красивой деталью и превратился в начало новой истории. Реакция публики была мгновенной. Без осуждения, без резких вопросов, скорее с любопытством и вниманием. Потому что в этой паре не было показной демонстративности. Не было стремления сделать из момента события. Они выглядели так, будто просто возвращаются домой. И именно эта естественность стала главным крючком. Для зрителя старшего поколения особенно считывалась одна деталь – отсутствие спешки. Ни громких слов, ни попытки объяснить происходящее. Только факт, спокойный, уверенный, без лишних эмоций. В мире, где личное часто выставляется на показ, такой подход воспринимается как редкость. Важно и то, что этот эпизод не нарушил целостность образа Джемри Байсель. Он не перечеркнул ее карьеру, не отвлек от ролей, не изменил интонацию вокруг ее имени. Напротив, добавил объема. Показал живого человека, который не прячется, но и не торопится делиться больше, чем считает нужным. И пока публика обсуждала этот первый совместный выход, становилось ясно, это не мимолетный кадр и не случайность. Это начало линии, которая будет развиваться уже не в суете новостей, а в более спокойном, зрелом ритме. Но следующая история покажет, как быстро этот ритм может ускориться, когда отношения почти сразу начинают звучать как нечто большее, чем просто роман. Иногда отношения развиваются медленно, почти незаметно, словно проверяя терпение окружающих. А иногда все происходит так стремительно, что публика не успевает задать первый вопрос, как появляется второй, куда серьезнее. Именно по такому сценарию начала разворачиваться история Озгу Кая и Мурат Далкылыч. Их имена по отдельности давно были знакомы широкой аудитории, но вместе они зазвучали неожиданно и сразу громко. Пресса обратила внимание не потому, что роман выглядел демонстративным, а потому, что все происходило слишком взросло. Без игры, без двусмысленных намеков, без привычного «мы просто друзья». С первых же публикаций стало ясно, это не история ради заголовков. Совместный отпуск в Праге стал тем самым моментом, когда интерес публики резко усилился. Город, который редко выбирают для мимолетных поездок, романтическая атмосфера, спокойные кадры без позирования – все это создавало ощущение не показного счастья, а устойчивой близости. Фотографии выглядели так, будто они сделаны не для ленты новостей, а для семейного архива. Но самым обсуждаемым оказались не сами кадры, а детали. Совпадающие элементы образов, одинаковая обувь, схожий ритм движений. Для внимательного зрителя такие мелочи говорят больше, чем официальные заявления. Это язык людей, которые давно настроены на одну волну и не считают нужным это доказывать. Настоящий резонанс вызвала информация о знакомстве с семьями. В турецкой культуре этот шаг редко бывает спонтанным. Он означает намерение, а не эксперимент.
Предновогодние визиты к родителям стали тем самым негромким, но очень весомым сигналом, после которого разговоры о серьезности отношений перестали быть домыслами. При этом Оз Гюкая и Мурат Далкылыч выбрали удивительно сдержанную позицию. Они не отрицали очевидное, но и не превращали личное в публичное шоу. Ни интервью, ни подробных комментариев, ни попыток управлять ожиданиями. Это молчание выглядело не как закрытость, а как уверенность, та самая, которая появляется, когда люди уже приняли решение для себя. Для зрителя, который видел десятки громких романов и не меньше столь же громких расставаний, эта история воспринималась иначе. В ней не было резких движений, но чувствовалась основательность. И именно это заставляло следить за развитием событий особенно внимательно. Потому что такие союзы либо заканчиваются тихо и без драм, либо действительно приводят к новому этапу жизни. Пока вопрос о будущем оставался открытым, становилось ясно одно – эта история не растворится в новостной ленте так же быстро, как появилась. Она будет развиваться медленно, почти незаметно, и именно поэтому вызывать все больше интерес. Но следующий поворот повествования поведет нас в совершенно другую атмосферу. Туда, где вместо разговоров о чувствах на первый план выходит тишина, расстояние и осознанная пауза. Иногда самое громкое решение – это тишина. Не пауза перед заявлением и не подготовка к новому проекту, а осознанный шаг в сторону от шума. Именно так была прочитана поездка Ханде Дагандемир в Париж. Без пресс-релизов, без объяснений, без повестки. Просто город, ритм и расстояние, как способ проставить акценты. Париж в ее кадрах не выглядел открыткой. Это были не туристические маршруты и не демонстративные панорамы. Узкие улицы, спокойные кафе, утренний свет – все говорило о выборе замедления. В тот момент, когда вокруг обсуждали романы, конфликты и громкие финалы, Ханде Дагандемир будто напомнила: иногда самый точный ответ – не участвовать в разговоре. Ее карьера всегда строилась на нюансах. Не на резких переходах, а на постепенных изменениях. И потому эта поездка воспринималась не как побег, а как выверенная пауза. Зритель, давно наблюдающий за ее работами, легко считывал подтекст: это не отказ от профессии и не уход в тень, а перезагрузка. Тот редкий момент, когда артист позволяет себе быть не образом, а человеком. Отсутствие комментариев только усиливало эффект. В эпоху, когда любое молчание тут же наполняют догадками, Ханде не стала ни подтверждать, ни опровергать ожидания. Она позволила кадрам говорить за себя. И они говорили о спокойствии, о внутреннем равновесии, о выборе жить в собственном темпе. Для зрителя старшего поколения такой жест особенно понятен. Это язык людей, которые знают цену суете и умеют вовремя сделать шаг назад. Париж здесь стал не декорацией, а состоянием. Местом, где не нужно никому ничего доказывать. Где можно просто быть, без планов, которые нужно озвучивать, и без сроков, которые нужно соблюдать. Но именно такие паузы часто предшествуют важным решениям. Они незаметны сразу, но именно в них закладывается следующий этап. И пока Ханде Дагандемир выбирала тишину, в другом месте начиналась история совсем иного масштаба. Там, где не один человек, а целый проект готовился к своему завершению. История, в которой финал был не вынужденным, а заранее выбранным. Иногда финал чувствуется задолго до того, как он официально объявлен. Не как конец, а как состояние, когда история уже сказала все главное и больше не требует лишних слов. Именно в таком настроении начались съемки третьего сезона сериала «Жемчужные зерна». С самого начала было ясно, это не очередное продолжение, а завершающий этап пути, к которому команда шла осознанно. В индустрии, где успешные проекты нередко продлевают до изнеможения, решение завершить сериал без попытки выжать из него еще один сезон выглядит почти смело. «Жемчужные зерна» не стали исключением из правил, они стали редким примером того, как история заканчивается тогда, когда должна. Без спешки, но и без искусственного растягивания.
Возвращение съемочной группы на площадку сопровождалось особой атмосферой. Это чувствовалось не в громких заявлениях, а в деталях. В том, как актеры говорили о своих персонажах. В том, как команда относилась к каждому эпизоду, словно понимая, сейчас важно не количество, а точность. Каждая сцена, каждый диалог приобретали дополнительный вес, потому что за ними уже маячил финал. Информация о том, что сериал полностью завершится в мае, быстро разошлась среди зрителей. Реакция оказалась показательной. Вместо привычных требований продлить все чаще звучали слова благодарности. Потому что для аудитории, которая годами наблюдает за судьбами героев, важно не только продолжение, но и уважительное прощание. «Жемчужные зерна» дали понять, здесь будет именно оно. Этот проект всегда отличался сдержанным тоном. Он не кричал, не давил на эмоции, не пытался удивить любой ценой. Его сила была в постепенном раскрытии характеров, в паузах, в взглядах, в недосказанности. И потому решение о финале воспринималось логично, как естественное завершение, а не как вынужденный шаг. Для многих актеров участие в «Жемчужных зернах» стало важной вехой. Не обязательно самой громкой, но точно одной из самых содержательных. И сейчас, на пороге финального сезона, чувствовалось, что каждый из них относится к проекту не как к очередной работе, а как к истории, которую важно довести до конца правильно. На фоне предыдущих сюжетов, личных, эмоциональных, порой хаотичных, эта линия звучала особенно ровно. Она напоминала, что не все завершения происходят через конфликт. Иногда финал – это знак зрелости. Умение остановиться вовремя. И именно поэтому история «Жемчужных зерен» так точно вписалась в общее настроение последних недель. Но если один сериал готовился к прощанию, другой уже успел пройти весь путь от громкой премьеры до обсуждаемого финала. И в центре этой истории были не только сюжет и атмосфера, но и дуэт, который стал для зрителя настоящей точкой притяжения. Следующий шаг нашего повествования – туда, где напряжение держалось не за счет шума, а за счет человеческой глубины. Есть проекты, которые сразу задают высокий тон не обещаниями, а ощущением внутренней плотности. Сериал «Меня зовут Фарах» стал именно таким. С первых серий было понятно, здесь не будет легких решений и простых ответов. И ключевую роль в этом сыграл дуэт Энгин Акурик и Демет Оздемир «Союз», который долго обсуждали еще до премьеры и который оправдал ожидания иначе, чем предполагали. Для Демет Оздемир этот проект стал важной точкой перехода. Зритель привык видеть ее в более светлых, эмоционально открытых образах, но здесь она предстала в иной интонации, сдержанной, собранной, почти закрытой. Ее Фарах жила в постоянном напряжении, и это напряжение чувствовалось в каждом движении. Не внешняя драма, а внутренняя. Не громкие слова, а необходимость ежедневно принимать сложные решения. Энгин Акурик, в свою очередь, принес в сериал ту самую тяжесть опыта, которую невозможно сыграть искусственно. Его герой не нуждался в резких жестах, чтобы быть убедительным. Достаточно было взгляда, паузы, интонации. Именно такие детали создавали ощущение реальности, из-за которого сериал смотрели не фоном, а внимательно. Важно и то, как работал сам дуэт. Между героями не было привычной для телевидения демонстративной эмоциональности. Их связь развивалась медленно, почти осторожно. И именно это удерживало внимание. Зритель не получал готовых ответов, он наблюдал процесс. Видел, как доверие формируется не словами, а поступками. Как напряжение не исчезает, а меняет форму. Сериал прошел свой путь относительно быстро, не растягиваясь и не теряя фокуса. Он завершился без попытки сохранить себя любой ценой. И это решение многое сказало о подходе создателей. История Фарах была рассказана ровно настолько, насколько это было необходимо. Ни больше, ни меньше. После финала обсуждения не стихли сразу.
говорили не столько о сюжете, сколько о послевкусии. О том ощущении, которое остается, когда история закончена, но мысли о ней продолжают возвращаться. Для зрителя это всегда знак качества. Значит, сериал затронул не поверхностный интерес, а что-то более глубокое. На фоне прощания с «Жемчужными зернами» эта история выглядела как напоминание: сильный проект не обязательно должен длиться долго. Он должен быть честным в своем существовании, от первой сцены до последней. И именно такие проекты со временем начинают восприниматься как ориентиры. Но есть истории, которые выходят за рамки отдельного проекта. Те, что продолжают жить годами, даже когда финальные титры давно прошли. И следующая часть нашего пути как раз о таком явлении. О сериале, который стал не просто успешным, а определяющим для целой эпохи. Есть проекты, которые со временем не уходят в прошлое, а словно меняют форму, из сериала превращаются в культурную память. «Великолепный век» относится именно к таким историям. Прошли годы с момента его выхода, сменились поколения актеров и зрителей, но интерес к нему не только не угас, он стал тише, глубже и, возможно, сильнее. Когда сериал впервые появился на экранах, он воспринимался как смелый эксперимент. Историческая драма с масштабными декорациями, сложными характерами и эмоциональной плотностью, к которой телевидение того времени еще не привыкло. Но очень быстро стало ясно: «Великолепный век» — это не просто рассказ о прошлом. Это история о власти, выборе, ответственности и цене решений. Темах, которые не теряют актуальности с возрастом. Для зрителя, который смотрел сериал не в спешке, а вдумчиво, он стал чем-то большим, чем развлечением. Он заставлял возвращаться к сериям, переосмысливать поступки персонажей, спорить, соглашаться, менять точку зрения. И именно это отличает долгоживущие проекты от просто популярных. Особое место в восприятии сериала заняли актерские работы. Герои не были однозначными. Они ошибались, сомневались, принимали решения, последствия которых нельзя было отменить. Благодаря этому история не выглядела застывшей реконструкцией. Она дышала. И, возможно, именно поэтому «Великолепный век» до сих пор обсуждают не как набор сцен, а как живую ткань отношений. 15 лет – срок, за который многое забывается. Но этот сериал остался. Его продолжают пересматривать, о нем говорят в сравнительном контексте, к нему возвращаются, когда обсуждают развитие турецких драм. Он стал точкой отсчета. После него индустрия уже не могла быть прежней. Важно и то, что с годами восприятие «Великолепного века» меняется. То, что когда-то казалось слишком эмоциональным или спорным, сегодня читается иначе, спокойнее, глубже. С возрастом зритель начинает замечать не только сюжет, но и паузы, взгляды, молчание. И сериал раскрывается заново. На фоне всех предыдущих историй, личных, рабочих, временных, «Великолепный век» звучит как напоминание о масштабе. О том, что есть проекты, которые переживают новости, скандалы и даже собственную эпоху. Они становятся частью внутреннего опыта зрителя. Но наше повествование еще не подошло к самой кинематографичной точке. Потому что впереди история не о сериале и не о паре, а об одном вечере. О последней ночи в городе, которая может оказаться гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Есть вечера, которые не планируют как прощальные. Они начинаются легко, почти буднично, без ощущения, что за ними стоит что-то большее. Но именно такие вечера позже вспоминаются с особой четкостью, потому что в них сходятся прошлое и будущее. Для Джан Яман такой вечер случился в Стамбуле, в ту самую ночь, когда город еще был рядом, но решение уже было принято. Клуб Руби не стал сценой громкого выхода. Здесь не было ощущения постановки или попытки произвести впечатление. Джан Яман пришел как человек, который знает это место, этих людей и этот ритм. Рядом были друзья – Елис, Умут,
назлы и другие из близкого круга. Те, кто видел не только успех, но и усталость, не только аплодисменты, но и сомнения. Атмосфера была спокойной, почти домашней, несмотря на шум и огни. Особенно внимательно за этим вечером следили поклонники. Джан Яман не отстранялся, не прятался за охраной, не сокращал дистанцию. Он общался, фотографировался, отвечал на приветствия, без спешки, без напряжения. В его поведении не было суеты. Скорее, ясность. Та самая, которая появляется, когда человек внутренне уже сделал шаг вперед. Этот вечер сразу прочитали как символический. Не официальное прощание, не заявление о переменах, а тихое завершение этапа. Стамбул был для Джана Ямана не просто городом. Здесь формировалась его узнаваемость, здесь он стал тем, кем его знает публика. И потому последняя ночь перед отъездом в Мадрид воспринималась почти как кадры из фильма, без слов, но с понятным смыслом. Переезд в Испанию давно обсуждался, но именно теперь он перестал быть абстрактным планом. Мадрид означал новый ритм, новые проекты, другую систему координат. И этот переход не выглядел бегством. Скорее, логичным продолжением пути. Джан Яман не закрывал двери, он просто выбирал другое направление. Важно и то, как эта история воспринималась зрителем. Без истерики, без громких комментариев. С пониманием того, что иногда рост требует расстояния. Что даже самый любимый город может стать точкой, из которой нужно уйти, чтобы сохранить движение вперед. В этом было много взрослого, спокойного принятия. Ночь в Руби закончилась так же тихо, как и началась. Без финальных жестов, без драматических пауз. Но именно в этой сдержанности и заключалась ее сила. Потому что зритель чувствовал, это не конец истории Джана Ямана, а смена главы. И впереди еще неизвестный, но явно важный путь. И пока один актер закрывал для себя этап, другие продолжали жить своей жизнью, иногда также незаметно, но не менее показательно. Следующая часть этого повествования снова вернет нас к личному выбору, который был сделан без камер, но стал заметен именно потому, что был искренним. Пока одни истории звучали как прощание, другие развивались в совсем иной тональности, спокойной, почти незаметной, но оттого не менее выразительной. Иногда самые важные сигналы подаются не громкими жестами, а выбором места, времени и компании. Именно так была прочитана поездка Чагатай Улусой и Аслыхан Малбора в Болгарию. На первый взгляд, обычный отдых. Зимние дни, смена обстановки, отсутствие рабочих обязательств. Но для зрителя, который давно следит за жизнью Чагатая Улусая, такие детали редко бывают случайными. Он всегда отличался сдержанностью в вопросах личной жизни, предпочитая не выносить ее в публичное пространство. И потому сам факт того, что праздники он провел не в одиночестве и не в привычном кругу, стал заметным. Поездка не сопровождалась официальными комментариями. Не было интервью, не было объяснений, не было попытки зафиксировать момент как событие. Пара просто находилась рядом, и этого оказалось достаточно, чтобы интерес публики резко вырос. Фотографии и упоминания разошлись быстро, но обсуждали их не как сенсацию, а как подтверждение устойчивости. Здесь не было демонстрации, только присутствие. Для Чагатая Улусая этот период совпал с моментом относительного затишья в карьере, временем, когда можно позволить себе выдохнуть, не оглядываясь на графики и ожидания. Болгария в этом контексте выглядела не курортом, а нейтральной территорией. Местом, где можно быть не звездой, а просто человеком. И именно это ощущение считывалось сильнее всего. Аслыхан Малбора рядом с ним воспринималось органично. Без стремления занять центр внимания, без подчеркнутой роли пары. Это была история про равновесие. Про совместное время, которое не нуждается в подтверждениях. Для зрителя старшего поколения такая форма близости особенно понятна. В ней нет суеты, но есть устойчивость.
Этот эпизод словно уравновешивал все, что происходило ранее. После тревог, пауз, финалов и прощаний он звучал как напоминание: не каждая история требует кульминации. Иногда достаточно просто знать, что человек нашел точку покоя, пусть и временную. И именно на этом ощущении спокойствия повествования подходит к своему завершению. Потому что теперь, оглянувшись на все эти события, можно увидеть общую линию. Но прежде чем поставить последнюю точку, важно связать их воедино. Все эти истории, если смотреть на них по отдельности, легко принять за обычную хронику. Очередные имена, города, сериалы, поездки, решения. Но если пройти этот путь целиком, от первого тревожного сигнала до спокойного зимнего отдыха, от резкого удара судьбы до тихого прощания с городом, возникает совсем другое ощущение. Это уже не набор новостей. Это срез времени. За последние недели турецкий шоу-бизнес словно показал себя без привычного грима. В нем одновременно оказалось место уязвимости и достоинству, тишине и вниманию, финалам и новым началам. Один актер столкнулся с ситуацией, где будущее оказалось под вопросом. Другая актриса ответила на конфликт поступком, который не требовал слов. Кто-то позволил личной жизни выйти на свет, а кто-то выбрал расстояние как форму внутреннего равновесия. Сериалы тоже прожили свои этапы. Один готовится к осознанному завершению, не цепляясь за успех. Другой уже стал воспоминанием, к которому возвращаются спустя годы. Третий доказал, что сила истории измеряется не количеством сезонов, а глубиной следа, который она оставляет. И все они – отражение того же процесса, что происходит и с людьми: взросление, переоценка, движение дальше. Особенно ясно это видно в моментах прощания. Последняя ночь в родном городе, финальные съемки, отпуск вдали от привычного мира. В них нет драмы, только понимание, что этап завершен. А за ним обязательно последует следующий. Не обязательно громкий. Не обязательно быстрый. Но свой. И, пожалуй, главное, что объединяет все это – ощущение выбора. Не навязанного, не случайного, а сделанного осознанно. Вовремя уйти. Вовремя остановиться. Вовремя промолчать. Вовремя быть рядом. Именно такие решения редко становятся сенсацией, но именно они формируют настоящую устойчивость и в профессии, и в жизни. Когда зритель досматривает эту цепочку до конца, остается не чувство завершенности, а чувство понимания. Понимание того, что за экранами и заголовками стоят люди, которые живут в том же времени, что и мы. С теми же сомнениями, паузами и надеждами. И, возможно, именно поэтому за этими историями хочется следить дальше не из любопытства, а из уважения к пути, который каждый из них проходит. На этом мы завершаем сегодняшний рассказ. Спасибо, что были с нами до самого конца. Если вам близок такой формат, спокойный, вдумчивый и внимательный к деталям жизни любимых актеров и сериалов, подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Поддержите видео лайком и обязательно напишите в комментариях, какая из этих историй откликнулась вам больше всего. Нам важно ваше мнение, и именно ваши слова помогают нам выбирать темы для следующих выпусков. До новых встреч на канале «Любовь и мечты».